Друзья, всех приветствую! Сегодня в нашем ролике снимаются два моделирующих комбика от компании Line 6. Это Spider V60 Mark II и его младший брат, который там стоит позади. Это тоже Spider, только V30, но также Mark II. Ну и пару слов об отличиях этих комбиков. В принципе, я думаю, многие уже догадались из названия, что там у нас 30 Вт, поскольку он называется Spider 30, здесь 60 Вт. Дополнительное еще отличие — это, соответственно, динамик, там 8 дюймов, здесь 10. И что еще тут есть того, чего нет там в младшей модели? Это поддержка лупера и поддержка радиосистемы Relay от компании также Line 6. Можно подключить радиосистему без дополнительных плясок с бубном и играть уже через радиосистему в этот комбик. Ну и еще пару фактов об этих комбиках. Что в младшей, что в старшей модели одинаковое количество эффектов, а именно 78 усилителей, 24 кабинета и 101 эффект, который включает все дисторшены, модуляции, реверы, дилей и так далее. Кроме того, как и положено любому современному устройству, этот комбик может быть аудиоинтерфейсом, подключается к компьютеру, также подключается к смартфонам и планшетам, и с помощью удобного приложения Spider Remote звук очень удобно рулится на, соответственно, этих устройствах. Но, кроме того, с самой морды звук рулится также удобно, и давайте перейдем к ее рассмотрению. У нас 5 ручек, которые отвечают за трехполосный эквалайзер, громкость и уровень перегруза, есть мастер громкость отдельная, есть кнопочка, которая отвечает за лупер, дальше кнопочка Edit, Home, Tap Tempo и выход на наушники. Вот, и, собственно, все редактирование осуществляется с помощью вот этих 4 кнопок и одной крутилки, по сути. То есть у нас все разбито на 2 секции. Первая — это амп. Ну, здесь можно покрутить, в принципе, ручки продублированы, но нам надо нажать, наверное, Edit, и мы заходим уже в детально выбор настроек. Здесь у нас тип усилителей, можно нажать и полистать, там весь спектр из 78 усилков будет, проверять мы это, конечно, будем. Дальше кабинет, тип микрофона, кабинет можно отключить, дальше тип Early Refraction, Presence и всякие эти детальные настройки, там типа шумодава и так далее. И, соответственно, дальше у нас блок эффектов. Там схема, в принципе, аналогичная. Выбираем один из 5 блоков. Тут у нас 5 штук их. Нажимаем дальше Edit. И дальше попадаем уже в менюшки там компрессии. Давайте сейчас еще раз зайдем, выберем модуляцию, например. Аналог Хорус. Можно зайти еще раз и пролистнуть фейзер, ротори там и прочие эффекты. В принципе, тут, я уже сказал, там порядка 100 эффектов. В принципе, выбор, что покрутить, будет очень большой. Как уже было сказано ранее, тут тьма усилителей эффектов. Показывать мы, естественно, не будем это все, потому что иначе обзор займет часа 2. Но пресеты покрутим, посмотрим, что у нас тут есть из заводского и как оно все звучит. Как я думаю, вы догадались, пресеты тут сгруппированы в разнобой. Может быть, там 3 чистых, 1 перегруз. Ну, в общем, слушаем, тем не менее, просто подряд. Леснем куда-нибудь подальше, чтобы не прям совсем подряд уж. Кранч тоже какой-то есть. Давайте поищем что-нибудь, наверное, позлее. Я видел, тут что-то было. Солдана, типа.
тоже достаточно неплохо звучит. И прям далеко мотнем FX Rotary. В общем, как видите, эффекты тут есть на любой вкус и размер. Скажем так, есть от чистого с эффектами, кранч, метальный хайгейн. В общем, богатый выбор. И теперь посмотрим, как это все дело крутится через приложение, раз уж я вам про него рассказал. Итак, все в принципе предельно очевидно. Вот у нас цепочка эффектов. Эффекты включаются, эффекты выключаются. Здесь у нас выбираются типы эффектов. Ну, квак, понятное дело, у нас тут педали нет, чтобы квакать. Но усилитель, допустим, можно выбрать и параметры его все отрегулировать. То же самое, что и на морде. Вот все у нас... плюс ручка Presence тут вот есть. Это вот отличие, это уже в глубинах менюшек. А так все, в принципе, рулится очень даже удобно и, я бы сказал, на лету даже. Единственное, ребят, 21 век на дворе, он уже практически закончился, можно сказать, а подключение у нас все так же через провод. Ай-яй-яй, можно было бы и Bluetooth сделать-то, в конце концов. А теперь послушаем младшего брата Spider V30. Значит, что можно сказать в итоге? Комбики отвечают вполне всем современным стандартам. И, наверное, сфера применения у них будет немножечко отличаться. Если младший больше такая вот диванно-тренировочная история, то вот этот уже может претендовать даже на некоторые такие репетиционные, скажем так, громкости. В принципе, его даже можно на концерте использовать. Тут есть лайн-ауты, например, включить его в линию и с помощью футсвича уже управлять пресетами, все это переключать туда-сюда. Ну и, кроме того, через приложение рулится, как аудиоинтерфейс работает, поэтому можно и, соответственно, дома как-то писаться и заниматься через него. Ну и чтобы полностью раскрыть весь функционал этого комбика, мы финальный трек запишем, подключив его как аудиоинтерфейс. Ну и, конечно, не забудьте в комментариях поделиться своим мнением об этих комбиках. И, конечно же, лайки, подписки, колокольчики. И всем до скорой встречи в новых видео. Ну, ты просто скажи, да. А теперь послушаем... Да.
А теперь послушаем младшего брата. Что? Нет. А теперь послушаем младшего брата Spider V30. Окей. Я Так. хотел скреативить.